Более 10 лет назад я мог с уверенностью сказать, что жизнь у меня все в порядке. Работа есть, отпуск регулярный, но среда, которая меня окружала, она становилась дискомфортной. Один вопрос меня серьезно смущал, это то, почему по воскресеньям вечером мне физически становилось плохо от мысли, что завтра понедельник. Но и спойлер, дело не в понедельниках. Главная мысль, с которой хочу с тобой поделиться, это то, что дискомфорт, в который ты погружаешься, он в какой-то момент мог стать обыденным, может стать обыденностью, и ты просто перестаешь это замечать. Итак, с меня интересный контент, с тебя лайк, подписка. Много материалов я буду публиковать на своем телеграм-канале. QR-код будет в конце видео. Ссылка на канал в описании под видео. Подписывайся, забирай себе информацию. А мы поехали. Поделиться своим опытом – это некий осознанный шаг. За длительный период я накопил определенные знания, навыки, наработки, связанные с воспитанием, вопросы досуга, отношений в семье, отношения на работе, и готов этим поделиться с тобой. Итак, в своей компании я отвечал за продажи и развитие, и мой день мог продолжаться, все, как говорится, все светлое время суток, весь период, который длится мое бодрствование. Я не могу за это упрекнуть работу, она очень интересная. Так вот, представьте, встречи в пределах границы нашей Родины, выстраивание отношений, настройка процессов. Но это меня все затягивало и не отпускало. Но в один прекрасный момент моя терпеливая семья послала мне четкий и недвусмысленный сигнал, что в мире существует не только работа, а еще целых 8 часов на все остальное. И вот какой вывод я в тот момент смог сделать. То, что меня окружает, это идея нормализации своего дискомфорта. И я не был несчастен в тот период. Я просто разучился замечать разницу между нормально, терплю, ну и образ среды. Когда я научился разбираться в происходящем, и не с помощью психологов, коучей с дипломами, просто наблюдая за собой, за своим окружением, изучая литературу, применяя на себе какие-то исследованные практики, то, не будучи экспертом с дипломом, я научился разбираться, что и видеть, что во мне жмет, что где жмет. Итак, смысл канала не в том, чтобы сказать тебе, что пора все менять. Как раз наоборот, я против этой идеи. Считаю, что все менять в жизни – это не самая хорошая идея. Гораздо проще и правильный путь – это найти то конкретное место, где у тебя жмет, и это просто починить. Починить именно это. Не выбрасывая весь костюм, если у тебя натирает какой-то один шов. Поэтому тут мы будем на канале разбирать по кусочкам работу, отношения, дети, спорт. То, чем ты занимаешься в свободное время, и каждый раз тебе буду давать какой-то конкретный способ проверить, у тебя правда все в пору, или ты просто привык терпеть. Начнем прямо сейчас, и правила такие. Каждое видео – это сфера из твоей жизни и один тест. Я его буду проходить вслух, честно, вместе с тобой. Ты считаешь свои баллы параллельно со мной. В конце попрошу подписать в комментариях свою сферу и то число, которое получилось у тебя. Это никто ответы не увидит, кроме тебя самого. Комментарии нужны мне для статистики, тебе, чтобы зафиксировать это не только в своей голове, а вслух, также перед другими людьми, что происходит, которые проходят то же самое. Итак, правила такие. По каждому вопросу будет 4 оценки. От 0 это меня не касается, не моя история, до 3 баллов. 3 балла это наоборот, полностью 100% моя история. Будет 6 вопросов. По каждому вопросу ставишь свою оценку. Я буду ставить 2 оценки. Это мое первичное состояние,
так называемая точка отчета, и текущее состояние, ну, для некой, как говорится, для некой оценки, для оценки динамики. Итак, первый вопрос. После выходных я не чувствую настоящего восстановления, а только то, что просто устал чуть меньше. Мои оценки, мои баллы это 2 было, и на текущий момент это 1 балл. Так, второй вопрос. Мне нужно постоянно что-то включать, музыку, видео, разговор, чтобы не проваливаться в неприятную тишину. Сильно. 3 балла было, ставим 3 балла. 1 балл сейчас. Третий вопрос. Если убрать все дела на свободный вечер, я не буду знать, чем заняться, и мне от этого станет не по себе. Так, 2 балла было, 1 балл сейчас. Четвертый вопрос. Я замечаю, что мне нужно все больше стимула, это покупки, движухи, события, чтобы почувствовать хоть какой-то в себе подъем. 2 балла это было, 1 балл сейчас. Так, пятый вопрос. После рабочего дня у меня почти не остается сил на то, что я действительно хочу делать. Остается только на долистать ленту и лечь спать. 2 было, 1 сейчас балл. И шестой, последний вопрос. Мне физически тяжело ничего не делать хотя бы 15 минут подряд. Согласен. 3 это было про меня. Ну, сейчас опять же 1 балл. Итого, суммирую. Так, первая оценка, это моя исходная точка, так называемая. 14 баллов стало сейчас. Ну, собственно, разница значительная. Подсчет и интерпретация баллов такова. От 0 до 6 баллов это статус в пору. Значит, что энергия устойчивая. Вот. 7-13 баллов немного жмет, и это повод, что стоит к себе присмотреться. От 14 до 18 жмет сильно, и это означает, что заемная энергия. Стоит разобраться с этим параметром, соответственно, повнимательнее. Вот. Давай так. Твое задание на эту неделю это не про то, чтобы изменить твою жизнь, а только 2 действия. Первое действие в комментариях под видео. Укажи сферу, соответственно, которую мы проходили, энергия и твой балл. И второе, если хочешь пойти дальше, то попробуй хотя бы 1 день обойтись без фона, без музыки в наушниках в дороге, без залипания в телефоне там где-то на перерывах, без сериалов за ужином. И речь не о том, чтобы поменять всю жизнь, а просто хотя бы 1 день понаблюдай, что происходит с тобой, когда фон выключен. В следующем видео разберем, почему твое тело и голова так реагируют на тишину, и все это не про силу воли, а там есть какой-то конкретный механизм. Итак, если откликнулось, подпишись, и каждую неделю будем разбирать новую сферу. В Телеграм и в описании под видео уже загружен сегодняшний текст. Заходи, забирай его к себе. И вперед к лучшей версии тебя.